Всем доброй ночи. Перед вами Фемида, или по-другому Матерь карающая, карма. Фемида была титанидой изначально при рождении, как и все боги. Но потом, помогая своему брату Зевсу занять Олимпийский престол, она стала его супругой, правой рукой и одной из 12 великих богинь, божеств, точнее, Олимпа. Греки называли ее Фемидой. В африканских культах она Матерь карающая. В индуизме она карма. Она всемирная справедливость. В ее функции входит справедливый суд, беспристрастный, неподкупный суд. Она держит на руках, то есть в руке держит весы и взвешивает вину человека и его заслуги, которые из них будет тяжелее, в которую сторону будут склоняться весы. По другим версиям она судит грехи одного и второго, проступки. У нее карающий меч, который опускается на голову тех, кто нарушил миропорядок, закон. Невзирая на то, что приняли различные религии и народы, они все равно изображают Фемиду возле здания суда или на здании суда. Одним словом, Фемида стала символом справедливого суда. Она слепа, либо с завязанными глазами. Это делается для того, чтобы она не смотрела ни на титулы, ни на положение человека, ни на красоту, ни на деньги. Она не должна ничего учитывать. Для нее что царь, что раб должны быть равны. Она сама справедливость. Этот ритуал для практиков. Но практик может дать человеку, который приходит к нему за помощью, только в том случае, если считает, что этот человек действительно не виноват ни в чем. Если есть хоть малейшее сомнение в том, что человек виноват, этот ритуал провести нельзя простому человеку. И практику в том числе. Это тот самый ритуал, который проводит только человек сам. За него просить нельзя. Он сам должен обращаться к всемирной справедливости и просить помощь, просить справедливого суда. Если практик считает, что вы имеете право на справедливый суд, может вам посмотреть и сказать, может спокойно, смело этот ритуал провести. Вам для этого не нужно находить статую Фемиды. Практикам желательно со статуей провести. Можно, конечно, и без статуи. Она все равно слышит. Итак, если этот ритуал хочет провести простой человек, он должен обратиться к практику, чтобы узнать, имеет ли право обращаться к этой силе, не будет ли наказан за свою дерзость и за ошибку. Этот ритуал можно дать человеку, когда ты с ним работаешь, через некоторое время дать этот ритуал для того, чтобы и твоя работа упразднилась, и этому человеку помочь, то есть ускорить процесс, если там работа связана с наказанием чем-либо или несправедливыми гонениями. Вы можете называть имя человека, можете не называть, если вы даже не знаете своего врага в лицо, кто роет вам яму, вы можете не называть. Но если вы знаете именно, на кого нацелена ваша мольба и просьба, то можете называть. Вы не имеете права просить наказание для человека больше, чем он заслуживает. Вы должны просить ровно столько страданий для него, сколько он вам причинил. Это будет справедливо. Если человек получит больше, то вы можете потом расплатиться за это, потому что вы лишнее попросили. А в этой просьбе должна быть соблюдена справедливость.
Конечно, на свое усмотрение Фемида может еще хлеще ударить. Если она посчитает, что ваше моральное страдание стоит того, чтобы этот человек умер, он умрет. Поэтому, прежде чем провести, учтите. Первое условие для того, чтобы обратиться и попросить о справедливости. Вы должны быть не виноваты в этом. Если вы чувствуете, что вы хоть малейшее имеете свою вину в этом, вы не должны рисковать. Второе условие. Вы должны просить столько, чтобы человек получил, сколько он вам причинил боли. А справедливость сама решит, насколько сильная боль была вам причинена. Вы должны попросить и забыть об этом. За очень короткое время вы увидите возмездие. За очень короткое время. Может пройти несколько часов и несколько дней. Это проверено. Возмездие будет ужасным. Но вы должны быть готовы к этому. Если вы готовы жалеть и об этом переживать, то она может повернуть свой меч и на вашу голову. Потому что вы попросили. Вы пошли в суд. Вы подали иск. Суд состоится и решит в вашу пользу, скорее всего, если вы не виноваты. И вы уже это не оспорите. Поэтому учтите. И еще раз говорю, что те, которые не имеют отношения к магии, могут это провести, но под руководством практикующего человека, который посмотрит все за и против и скажет: пока не рискуй. Или у тебя тоже есть вина в этом, ты не так уж чиста, поэтому не стоит. Или скажет: смело иди и делай, потому что ты во всем права. Я надеюсь, что меня все поняли. Запомните, это та богиня, которая не будет вас слушать и помогать просто потому, что вы попросили. Она будет делать на свое усмотрение. Если вы не виноваты, она вас защитит всеми способами. Но если вы виноваты и просите погибели другому человеку, эта погибель может прийти на вашу голову. С ней не шутят. С ней шутки вообще плохи. Я к ней обращаюсь очень выборочно, очень редко, потому что я знаю, что потом бывает. Но то, что она несколько раз меня спасала в этой жизни, просто буквально спасала мою жизнь, вытаскивая меня из самых страшных передряг, это факт. Но насколько часто я обращаюсь к Фортуне, настолько часто я к ней обращаться не могу. Фортуна даст тебе удачу, невзирая на то, кто ты, какая ты, хорошая ли, плохая ли. Если ты ее почитаешь, любишь, просишь, она тебе даст эту удачу. Она тоже с завязанными глазами, потому что ей все равно, кому помогать. Она поможет тому человеку, кто ей понравился. А Фемида нет. Фемида будет помогать только тому, в чьей справедливости, правдивости и честности она уверена. И богиню вы не обманете. Так что, дорогие друзья, учтите. Итак, читаем один раз. Вам нужна будет черная и белая свеча. Черная свеча, как знак черного наказания, по левую сторону от вас. Белая свеча, как знак чистоты, помыслов и открытости, честности и, собственно говоря, справедливости, невинности, скажем так. Вы показываете тем самым, что вы невиновны и просите наказания для виновного. Черный алтарь и благовоние. О Фемида, матерь карма, ты справедливая сила, неподкупный судья, источник правды. О прирожденная Титанида, одна из великих богинь мироздания, ты судишь народы, ты судишь человека. Твои весы справедливости не лгут. Обращаюсь к тебе. Я уповаю на твою справедливость и молю помочь мне. О ты, беспристрастный судья, неподкупная и справедливая. Ты судишь справедливо. Ты не смотришь на имущество и положение, на титулы и короны. Ты воздаешь по заслугам. Для тебя что царь, что слуга, все равны. Ты честная сила, ты справедливая повелительница. Ты карающая рука мироздания.
Прошу тебя и молю, накажи по справедливости того, кто причинил мне боль. Можете назвать имя. Кто за добро воздал злом, кто незаслуженно меня обидел, кто опустошил мою душу. Я пришла к твоим стопам, справедливый судья мироздания. Воздай за мою боль. Опять можете имя назвать. За все зло воздай. Пусть чувствует ту же боль, что и я. Верни ему столько, сколько он мне причинил. Не меньше и не больше. И это будет справедливо. И это будет правосудно. Я прошу справедливости, дай мне эту справедливость. Ведь ты госпожа справедливости во Вселенной. Только ты можешь наказать того, кто меня незаслуженно обидел. И восстановить справедливость. Да будет так. Я прошу справедливого суда. Я верю, что ты меня услышишь. Да будет так. Если бы вы знали этой мольбой, сколько было подонков наказано за обиду невиновным девочкам, и будучи уверенными, что они безнаказаны, потому что папа, ни мама не работают в хороших местах, вы даже не представляете. Есть один дом на том месте, где мои родители живут, через 2 дороги. Так вот, это был шикарный дом. Еще в то время с кондиционерами, когда еще только выходили, и все было хорошо. Сегодня в этом доме никто не живет. Этот дом пустой, принадлежит одному из их родственников. Они все разбились, их нет. Потому что издевались над девочками и так далее. И в дополнение ко всему, что можно на них начитать и сделать, можно попросить жертву самой просить о справедливости. Никогда не сомневайтесь, что Фемида вас услышит и поможет, если вы не виноваты. Потому что уповать и надеяться на закон в наше время, да и во все времена, было бы смешно. Бесполезно. Это будет бесполезная волокита, и навряд ли кто-нибудь добьется справедливости. А вот богиню ты не обманешь. Ей не положишь на стол деньги, ее не запугаешь своим положением, и ей глубоко начихать, что твой папочка там начальник зоны, или сын прокурора, или еще кто-либо. И вот это самая прелесть, что получает удары оттуда, откуда не ждали. Всем удачи!